В этом видео вы узнаете абсолютно все, что нужно знать про удобрение спатифилума. Как понять, чего не хватает вашему спатифилуму. 7 лучших минеральных подкормок, лучшие натуральные подкормки, а также в конце вы узнаете уникальный рецепт подкормки, который спас сотни спатифилумов. Такого рецепта вы точно нигде не найдете. Видео не будет коротким, я сразу предупреждаю. Но поверьте, оно того стоит. Я расскажу, как вам получить пышный, здоровый и цветущий спатифилум. Вы также узнаете самые распространенные ошибки, из-за которых ваш цветок может страдать. Ваш спатифилум вянет, перестал цвести и выглядит так, словно потерял всю свою жизненную силу. Листья становятся вялыми, бледными, а цветение так и не наступает. Знакомая ситуация. Возможно, он сейчас буквально голодает, не получая нужных питательных веществ. Есть решения, которые не только вернут ему здоровье, но и заставят цвести как никогда раньше. Но это еще не все. Многие даже не подозревают, что удобрения могут не только помочь растению, но и навредить ему. Перекорм, неправильные пропорции, использование неподходящих компонентов – все это может привести к пожелтению листьев, ослаблению корней и даже к гибели спатифилума. Давайте разберемся, как именно его кормить, чтобы он остался здоровым, зеленым и цветущим. Какие элементы нужны спатифилуму? Любое растение, в том числе и спатифилум, нуждается в 3 основных элементах. Первое – это азот. Один из важнейших элементов для любого растения. Он играет ключевую роль в формировании зеленой массы, так как участвует в процессе образования хлорофилла, пигмента, отвечающего за фотосинтез. Достаточное количество азота делает листья спатифилума крупными, насыщенно зелеными и плотными, а также способствует активному росту новых побегов. Без него листья начинают желтеть, растение теряет свою декоративность, а его рост замедляется. Особенно важно следить за уровнем азота в весенне-летний период, когда спатифилум активно растет и закладывает цветочные почки. Второе – это фосфор. Один из ключевых элементов для здоровья спатифилума. Он играет важную роль в формировании и укреплении корневой системы, помогая растению лучше впитывать влагу и питательные вещества. Именно фосфор способствует образованию цветочных почек, обеспечивая активное и продолжительное цветение. Без достаточного количества этого элемента спатифилум может выглядеть слабым, медленно развиваться и не давать цветков. Особенно важно вносить фосфорные удобрения в период активного роста весной и летом, когда растение закладывает основу для будущего цветения. Калий – один из самых важных элементов для здоровья спатифилума. Он укрепляет иммунитет растения, повышая его устойчивость к болезням, вредителям и неблагоприятным условиям. Калий также играет ключевую роль в формировании бутонов, способствуя закладке цветочных почек и продлевая период цветения. Благодаря калию цветки становятся более яркими и крупными, а само растение выглядит здоровым и крепким. Недостаток калия приводит к появлению бурых пятен на листьях, ослаблению стеблей и снижению общего тонуса растения. Чтобы этого избежать, важно своевременно вносить калийные удобрения, особенно в период активного роста и цветения. Помимо этого, спатифилум нуждается в кальции, магнии и микроэлементах – железе, боре, цинке и других. Кальций укрепляет клеточные стенки растения, предотвращая хрупкость листьев и стеблей, а также способствует здоровому росту корневой системы, делая ее более крепкой и устойчивой к неблагоприятным факторам. Магний необходим для фотосинтеза, так как входит в состав хлорофилла. Он помогает листьям оставаться ярко-зелеными, предотвращает их побледнение и скручивание. Железо отвечает за насыщенный зеленый цвет листьев и их здоровый вид. Его недостаток вызывает хлороз. Это пожелтение листовых пластин, что значительно ухудшает внешний вид растения. Бор способствует правильному развитию точек роста и цветочных почек, что особенно важно для обильного цветения. Цинк влияет на рост и деление клеток,
укрепляя молодые побеги и повышая общий иммунитет растения. Все эти микроэлементы работают в комплексе, обеспечивая спатифилуму здоровье, силу и пышное цветение. Как понять, чего не хватает вашему спатифилуму? Первое. Если у спатифилума бледные и желтые листья, это первый признак нехватки азота. Этот элемент отвечает за формирование хлорофилла, вещества, которое придает листьям насыщенный зеленый цвет. Если азота недостаточно, листья начинают терять свою окраску, становясь бледными и желтоватыми, а со временем могут вовсе увядать. Кроме того, замедляется рост растения, новые побеги появляются слабыми, а старые листья опадают раньше времени. Чтобы исправить эту ситуацию, внесите азотные удобрения, такие как мочевина или карбамид, аммиачная селитра или нитрат аммония, или комплексные удобрения с высоким содержанием азота. Например, фертикалюкс, агрикола для декоративно-лиственных растений или бонафорте для зеленых растений. Если предпочитаете органику, то используйте настой коровика, настой крапивы или зеленое удобрение на основе скошенной травы. Они питают растения мягко и безопасно. Как приготовить настой коровика? Коровяк – это натуральное органическое удобрение, представляющее собой перепревший навоз крупного рогатого скота. Он богат азотом, фосфором и калием, что делает его отличным средством для подкормки растений. Чтобы приготовить настой, смешайте 1 часть свежего коровика с 5 частями воды и оставьте на 5-7 дней в теплом месте для брожения. Затем перед применением разведите настой в соотношении 1:10 с водой и используйте для полива, чтобы не обжечь корни растения. Как приготовить настой крапивы? Наполните ведро свежей крапивой, залейте водой и оставьте на 7-10 дней для брожения, периодически перемешивая. Перед использованием разведите настой 1:10. Как приготовить зеленое удобрение? Для этого скошенную траву или сорняки сложите в емкость, залейте водой и дайте настояться 5-7 дней. После брожения процедите, разведите 1:10 с водой и используйте для полива. Второе. Если листья с темными краями и засыхают. Это явный признак нехватки калия. Калий играет важную роль в поддержании водного баланса растения, помогает удерживать влагу в клетках и укрепляет их стенки. При его дефиците листья начинают терять тургор, их края буреют и засыхают, особенно если воздух в помещении сухой. Со временем может пострадать и корневая система, а само растение становится более уязвимым к грибковым заболеваниям. Чтобы предотвратить эту проблему, необходимо регулярно вносить калийные удобрения, такие как древесная зола, сульфат калия или сернокислый калий, калийная селитра или монофосфат калия. Также можно использовать натуральные подкормки, например, настой банановой кожуры или зольный настой, которые являются отличными источниками калия для растений. Как приготовить настой древесной золы? В 1 литре теплой воды размешайте 1 столовую ложку древесной золы. Дайте раствору настояться 24 часа. Затем используйте его для полива 1 раз в 3-4 недели. Этот настой обогащает почву калием и кальцием, улучшая общее состояние растения. Как приготовить настой банановой кожуры? Возьмите кожуру от 1 или 2 бананов, залейте литром воды и оставьте на сутки. Затем процедите и используйте для полива 1 раз в 2-3 недели. Такой настой насыщает растение калием и другими микроэлементами, укрепляя его иммунитет и стимулируя цветение. Третья проблема – это если нет цветения. Это явный сигнал, что вашему спатифилуму не хватает фосфора. Фосфор играет ключевую роль в развитии корневой системы и стимулирует образование цветочных почек. Без достаточного количества этого элемента растение может выглядеть здоровым, но при этом не выпускать ни единого цветка. Кроме того, нехватка фосфора делает листья более тусклыми, а рост растения замедляется. Чтобы исправить ситуацию, вносите удобрения с высоким содержанием фосфора, такие как суперфосфат, костная мука,
монофосфат калия или фосфоритная мука. Также подойдут комплексные удобрения с маркировкой НПК, где фосфор, который обозначается буквой «П», занимает вторую позицию. Например, НПК 10-50-10, такие как фертикокристаллон розовый или агрикола для цветущих растений. Важно помнить, что фосфорные подкормки лучше усваиваются во влажной почве, поэтому перед внесением удобрения стоит немного увлажнить грунт. Как приготовить настой из фосфоритной муки? Разведите 1 столовую ложку фосфоритной муки в 1 литре теплой воды. Дайте настояться 24 часа. Затем поливайте растения 1 раз в 3-4 недели. Это удобрение питает корни и способствует активному цветению. Как приготовить настой из костной муки? Для этого 2 столовые ложки костной муки залейте 1 литром горячей воды и оставьте на сутки. Перед поливом разбавьте в соотношении 1 к 5 с водой. Такой настой насыщает растение не только фосфором, но и кальцием, укрепляя его ткани. 4-я проблема – это когда растение растет медленно и листья скручиваются. Это может указывать на нехватку магния и калия. Магний играет важную роль в процессе фотосинтеза, так как входит в состав хлорофилла. При его дефиците листья становятся бледными, теряют свою упругость, могут закручиваться внутрь, а на их поверхности появляются светлые пятна. Недостаток магния особенно заметен на старых листьях, которые первыми начинают страдать. Кальций, в свою очередь, отвечает за формирование клеточных стенок, крепость листьев и корневой системы. При его нехватке листья могут становиться хрупкими, скручиваться по краям, а новые побеги деформироваться. Для того, чтобы исправить эту ситуацию, вносите удобрения, содержащие сульфат магния или магний сернокислый, доломитовую муку, кальциевую селитру или мел, карбонат кальция. Также подойдут специализированные удобрения, такие как фертикомагний, агрикола магний кальций, бонафорте для зеленых растений. Если предпочитаете натуральные средства, используйте яичную скорлупу, предварительно измельченную в порошок, или зольный настой, обогащающий почву кальцием и калием. Как приготовить яичную скорлупу? Для этого высушите скорлупу от яиц, измельчите ее в порошок. Можно использовать кофемолку или ступку и добавьте в почву при пересадке растения. Также можно приготовить настой. Для этого 2 столовые ложки измельченной скорлупы залейте 1 литром теплой воды и оставьте на 3-5 дней. Затем процедите и используйте для полива 1 раз в месяц. Этот настой насыщает почву кальцием и укрепляет корневую систему растения. Как приготовить доломитовую муку? Это натуральный источник кальция и магния, который улучшает структуру почвы и снижает ее кислотность. Для удобрения комнатных растений смешайте 1 чайную ложку доломитовой муки с верхним слоем грунта перед посадкой. Также можно приготовить раствор. 1 чайную ложку муки разведите в 1 литре воды. Настаивайте 24 часа, а затем используйте для полива 1 раз в месяц. 5-я проблема – это когда появляются коричневые пятна. Это может быть признаком нескольких проблем. Чаще всего коричневые пятна возникают из-за переизбытка удобрений, когда корни не справляются с избытком минеральных веществ, и это приводит к ожогам листьев. В таком случае стоит промыть почву чистой водой и временно прекратить подкормки. Другая возможная причина – это недостаток влаги или слишком сухой воздух. Если влажность в помещении ниже 40%, то листья начинают подсыхать, особенно по краям. Регулярное опрыскивание или установка увлажнителя поможет избежать этой проблемы. Также коричневые пятна могут указывать на засоление почвы, если вы часто используете жесткую воду для полива. В таком случае можно провести промывку грунта мягкой, отстойной водой, либо просто пересадить растение в новый субстрат. Зная эти признаки, вы сможете вовремя исправить ситуацию. Как правильно удобрять спатифилум? Удобрять спатифилум нужно раз в 2 недели весной и летом, а осенью и зимой 1 раз в месяц. Но не все удобрения одинаково полезны, и важно выбирать те, которые действительно помогают.
Минеральные удобрения. Лучший вариант – это комплексные удобрения для цветущих комнатных растений, в которых сбалансированы все необходимые элементы. Они удобны тем, что содержат уже выверенное соотношение макро- и микроэлементов, снижая риск перекорма или нехватки какого-либо питательного вещества. В отличие от натуральных подкормок, они дают более быстрый и предсказуемый результат. Например, подойдет удобрение с маркировкой НПК 10-10-10 или НПК 15-15-15. 7 лучших комплексных удобрений для спатифилума. Первое – это Fertica-Lux. Это комплексное водорастворимое удобрение с балансом НПК 16-20-27. Которое стимулирует рост и цветение спатифилума. Оно легко усваивается растением, содержит дополнительные микроэлементы, такие как магний и железо, что помогает предотвратить пожелтение листьев и укрепить корневую систему. Подходит для подкормки как во время активного роста, так и в период цветения, обеспечивая растению все необходимые питательные вещества. Второе – это агрикола для цветущих растений. Сбалансированное удобрение, содержащее комплекс макро- и микроэлементов, необходимых для активного роста и цветения. В его состав входит азот, фосфор, калий, а также магний, железо, бор и цинк, которые повышают иммунитет растения, укрепляют его корневую систему и способствуют образованию пышных цветочных бутонов. Удобрение выпускается в жидкой и гранулированной форме, легко растворяется в воде и быстро усваивается растением. Регулярное применение помогает продлить цветение спатифилума и сохранить насыщенный цвет листьев. Третье – это Бонафорте для цветущих. Комплексное удобрение, обогащенное янтарной кислотой, магнием и основными микроэлементами, необходимыми для активного роста и пышного цветения спатифилума. Янтарная кислота укрепляет иммунитет растения, помогает ему лучше усваивать питательные вещества и ускоряет процесс восстановления после пересадки или стресса. Магний способствует фотосинтезу, делая листья насыщенно зелеными и здоровыми. Регулярное применение этого удобрения не только продлевает цветение, но и усиливает его интенсивность, способствуя образованию большего количества бутонов. Подходит как для корневых, так и для внекорневых подкормок. Четвертое – это Пакон для цветущих растений. Удобрение с пролонгированным действием, которое постепенно высвобождает питательные вещества, обеспечивая растения необходимыми элементами на протяжении длительного времени. Оно укрепляет корневую систему, стимулирует обильное цветение и делает листья насыщенно зелеными. В составе удобрения есть азот, фосфор, калий, а также комплекс микроэлементов, которые помогают растению быть устойчивыми к стрессам и к неблагоприятным условиям. Подходит как для регулярного полива, так и для внесения в почву в виде гранул, которые растворяются постепенно, обеспечивая длительное питание. Пятое – это Green Boom для декоративно-лиственных растений. Комплексное удобрение, предназначенное для поддержки насыщенного зеленого цвета листьев и активного роста спатифилума. В его составе содержится азот, фосфор, калий, магний и железо, что способствует укреплению корневой системы, улучшению фотосинтеза и повышению устойчивости растения к стрессам. Удобрение выпускается в жидкой и гранулированной форме, легко растворяется в воде и подходит для регулярных подкормок. Регулярное применение помогает предотвратить пожелтение листьев и делает растение более здоровым и устойчивым. Шестое – это чистый лист универсал. Универсальное комплексное удобрение, которое подходит для регулярного применения и обеспечивает полноценное питание спатифилума. В его состав входят основные микроэлементы – азот, фосфор и калий, а также комплекс микроэлементов, включая магний, железо и бор, которые способствуют активному росту, укреплению корневой системы и активному цветению. Благодаря жидкой форме удобрение быстро усваивается растением, стимулируя развитие новых листьев и продлевая период цветения. Оно подходит как для корневых, так и для внекорневых подкормок, помогая поддерживать насыщенный цвет листвы и предотвращать хлороз. И седьмое – это мастер НПК 20-20-20. Профессиональное водорастворимое удобрение, обеспечивающее сбалансированное питание и активное развитие спатифилума.
Благодаря равному содержанию азота, фосфора и калия оно идеально подходит для комплексного ухода за растением на всех стадиях его роста. Азот способствует формированию зеленой массы, фосфор укрепляет корневую систему и стимулирует цветение, а калий повышает иммунитет растения и продлевает его декоративность. Удобрение легко растворяется в воде, подходит как для корневых, так и для внекорневых подкормок, что делает его универсальным решением для регулярного ухода за спатифилумом. Однако, если вы предпочитаете натуральные подкормки, у меня есть несколько проверенных рецептов. Натуральное удобрение для спатифилума. И первое – это банановая кожура. Я уже говорила о ней выше, но здесь информация будет немножко подробнее. Банановая кожура богата калием и фосфором, которые играют ключевую роль в развитии растения. Калий укрепляет клетки, способствует длительному цветению и повышает устойчивость к болезням. Фосфор стимулирует рост корневой системы, улучшает усвоение питательных веществ и способствует образованию бутонов. И регулярное использование банановой кожуры в качестве удобрения делает листья спатифилума яркими и насыщенными, а само растение более крепким и здоровым. Для приготовления высушите кожуру и измельчите ее в мелкий порошок с помощью кофемолки или ступки и добавьте в почву при пересадке растения. Можно также присыпать тонким слоем на поверхность грунта, затем слегка разрыхлить, чтобы питательные вещества равномерно распределились. Можно также залить кожуру водой и настоять сутки, затем процедить и поливать растения этим настоем один раз в 2-3 недели. Для усиления эффекта можно добавить в настой ложку древесной золы или несколько капель лимонного сока, что поможет лучше усваивать питательные вещества. Дрожжевая подкормка. Она стимулирует рост и укрепляет корневую систему, активизируя деление клеток и повышая усвоение питательных веществ. Благодаря дрожжевой подкормке растение быстрее адаптируется после пересадки, укрепляется иммунитет, а корни становятся более мощными и разветвленными. Этот метод особенно полезен весной, когда спатифилум активно наращивает зеленую массу и требует дополнительной поддержки. Для приготовления растворите 10 грамм сухих дрожжей в литре теплой воды, добавьте 1 столовую ложку сахара, тщательно размешайте и оставьте на 2 часа в теплом месте, чтобы смесь начала бродить. Затем разведите полученный настой водой в пропорции 1 к 5 и полейте растение. Такой раствор стимулирует рост корневой системы и ускоряет развитие новых листьев. Использовать подкормку можно не чаще 1 раза в месяц, чтобы избежать перенасыщения почвы. Этот метод отлично работает весной, когда растение выходит из состояния покоя. Зольный настой. Древесная зола – это натуральный источник калия и кальция, необходимых для роста и здоровья спатифилума. Регулярное применение золы улучшает структуру почвы, снижает ее кислотность и делает питательные вещества более доступными для корневой системы. Для приготовления разведите 1 столовую ложку древесной золы в литре теплой воды. Тщательно перемешайте и оставьте настояться 24 часа. Затем процедите раствор и используйте его для полива 1 раз в месяц. Для повышения эффективности можно добавить 2-3 капли йода или немного настоянной яичной скорлупы. Это обогатит подкормку дополнительными микроэлементами. Зола также помогает предотвратить заболевания, связанные с нехваткой кальция, такие как хлороз и деформация листьев. Кальций, содержащийся в золе, укрепляет клеточные стенки, предотвращает их разрушение и способствует правильному развитию молодых побегов. Регулярное внесение золы помогает избежать появления сухих, ломких листьев и делает растение более устойчивым к неблагоприятным условиям среды. Четвертое – это сыворотка и кефир. Сыворотка и кефир способствуют активному развитию полезных микроорганизмов в почве, улучшая ее структуру и делают питательные вещества более доступными для корней. Лактобактерии, содержащиеся в молочных продуктах, помогают подавлять вредные грибки и патогенные бактерии, защищая растения от заболеваний. Регулярное применение таких подкормок способствует оздоровлению грунта и улучшению общего состояния спатифилума.
Для приготовления разведите 1 к 10 с водой и полейте растение под корень. Можно также использовать этот раствор для опрыскивания листьев 1 раз в 2 недели, что поможет укрепить их иммунитет и защитить от вредителей. Удобрение особенно эффективно в теплое время года, когда растение активно растет и нуждается в дополнительном питании. Эта подкормка особенно полезна для слабых и недавно пересаженных растений. Чего боится спатифилум? И первое, чего он боится, это избыток удобрений. Если листья начали покрываться коричневыми пятнами, значит, вы перекормили растение. В таком случае достаточно промыть почву чистой водой, либо пересадить растение. Второе – это жесткая вода. Спатифилум не любит полив водопроводной водой с хлором и известью. Лучше использовать фильтрованную или отстойную воду. Третье – это сухой воздух. Важно не только подкармливать цветок, но и увлажнять воздух вокруг него, особенно зимой. И четвертое – это холодные сквозняки. Несмотря на свою неприхотливость, спатифилум не переносит резкие перепады температуры. А теперь самое интересное. Как я и обещала, делюсь с вами уникальным рецептом подкормки, который спас сотни спатифилумом. Секретный питательный настой для пышного цветения. Для этого нужно взять 1 литр теплой отстойной воды, 1 чайная ложка меда, которая стимулирует рост и усиливает питание, 1 чайная ложка древесной золы, как источник калия и кальция, 5 капель янтарной кислоты для ускорения обменных процессов, 3 капли йода для укрепления иммунитета растения, 1/2 чайной ложки дрожжей для улучшения усвоения питательных веществ. Все компоненты нужно тщательно перемешать и оставить настояться 2-3 часа. Поливайте этим раствором спатифилум 1 раз в 3 недели, чередуя с другими подкормками. Уже через месяц вы заметите, как растение оживает, а бутоны появляются быстрее и держатся дольше. Такого рецепта вы точно нигде не найдете. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какие удобрения уже пробовали вы. Давайте делиться опытом и выращивать шикарные растения вместе. Напишите в комментариях, какие подкормки пробовали вы. Может быть, у вас есть свои секреты? Делитесь опытом, это будет полезно нам всем.